Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем вязать вот такую вот вазочку узором звездочки или цветочки. Вообще этот узор называется Жасмин Стич, то есть это все-таки цветочки. Донышко тоже связано этим узором. Оно вяжется из центра. Мы будем вязать из центра каждый ряд, прибавляя с прибавками, а затем прекратим делать прибавки и уже перейдем на вязание стеночек. У меня остался такой клубочек от целого мотка, и практически весь он ушел на эту корзинку. Будем вязать опять из пряжи Бисквит, от пряжи Центр. Это принтованная пряжа. Я взяла молочный цвет в звездочку, то есть у меня узор звездочка связан из нитки, на которой нарисованы тоже звездочки. И на такую корзинку мне хватит одного мотка, и еще останется. Итак, мне потребуется один ролик Бисквит. Это трикотажная пряжа с принтом. У нее, видите, звезды на таком молочном фоне. Здесь где-то 100 метров будет при растяжении пряжи. Получится ниточка 100 метров. Ну и, соответственно, толщина пряжи 7-9 миллиметров. И я возьму крючок номер 9. Начнем вязание. Вязать я буду из центра, то есть я буду делать как бы донышко или салфетку узором звездочки. Итак, вязание начинается с магической петли. Делаем магическую петлю. Дальше в эту магическую петлю я вставляю крючок и вытаскиваю нитку. Ну, вытаскиваю ее чуть подлиннее, чем если бы это был обычный столбик без накида. Делаю накид и вытаскиваю еще раз, еще одну петлю, магическую петлю. На крючке у меня получается 3 виточка. Теперь нужно это провязать и закрепить. То есть я большой палец ставлю вот сюда, придерживаю рабочую нить, подхватываю крючком рабочую нить, а большим пальцем держу. Ну и вытаскиваю. Видите, у меня получается петля, в которой большой палец. Дальше я меняю пальцем. Делаю закрепку. Вот так вот получается первый лепесток. Дальше опять вытаскиваю петлю, которая на крючке, чуть-чуть подлиннее. Снова делаю накид и вставляю крючок вот в эту вот закрепку, которую мы сделали на предыдущем шаге. И здесь делаю еще один виток. 3 петли на крючке. Подтяну магическую петлю. И следующий лепесток у меня снова пойдет в магическую петлю. Накид, крючок в магическую петлю вытаскиваю, накид и еще один виток. Вот это все теперь нужно провязать вместе, точно так же придерживая пальцем рабочую нить, большим пальцем. Опять вставляю его сюда, подхватываю рабочую нитку, протягиваю, меняю пальцем, большой на указательный, и дальше делаю еще одну закрепку. Теперь у меня в магической петле 2 лепесточка, и они соединены вот таким горизонтальным лепесточком. Дальше делаю опять то же самое. Чуть-чуть подлиннее. Накид, виток, накид, в магическую петлю. 1, 2. Пальцем держу нитку. Все нитки на крючке провязываю. Пальцем меняю. Вставляю крючок вот в эту вот петлю, которая осталась при смене пальцев. Подхватываю нить. Делаю закрепку. Магическую петлю можно еще подтянуть. Видите, уже 3 лепестка как бы в одном центре. Таких лепестков нужно 6. То есть так я делаю, пока у нас не будет 6 лепестков в магической петле. Снова подлиннее делаю петелечку, накид, еще одна, накид, петля в центр и еще одна петля в центр. И снова держу пальцем и делаю закрепку. Это уже 4.
5-й лепесток. Теперь мы делаем 6-й лепесток. Он практически такой же, единственное, что в нем будет не 2 лепестка соединяться вместе, а 3, потому что нам нужно еще и соединить начало и конец этого круга. Ну, причем соединить так, чтобы это было красиво, бесшовно, аккуратно, чтобы никто не понял, где у нас что соединяется. Начинаем все точно так же. Чуть-чуть подлиннее вытаскиваем петелечку, которая на крючке, накид, еще одну петлю в закрепку, накид, петлю в центр, вытаскиваем 1, вытаскиваем 2. Вот у нас получается, если мы сейчас их пересчитаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас будет 6 лепестков, 6 лепестков, которые выходят из одного центра. И нужен еще один лепесток, вот этот вот горизонтальный, который будет соединять. Его я сделаю тут же, то есть я сейчас не буду закреплять эти 2 лепестка, как я делала предыдущие все разы, а сделаю сразу же еще 3-й лепесток. Опять делаю накид, крючок вставляю в первую петлю начала, 1 и 2. И вот только теперь я придерживаю пальцем нитку и делаю закрепку. То есть в данном случае мы уже 3 лепестка вместе провязываем. Вот. Подтягиваем здесь петельку. И посмотрите, что получается. Получается такой цветочек из центра. И все его лепестки соединены горизонтальными лепестками. Это первый ряд этого узора. Можете пересчитать, лепестков должно быть 6. Переходим ко второму ряду. И чтобы не запутаться, в каком месте вы находитесь, просто возьмите себе за правило, что каждый цветочек должен состоять из 6 лепестков. То есть, если вдруг у вас в цветочке получается 7 лепестков, вот это, все вот эти точки, это будут не вершинами, а центрами цветочка, и из каждого центра должно выходить по 6 лепестков. Выходит 7, значит вы ошиблись, распускаете. Выходит 5, значит вы опять ошиблись, вы распускаете. То есть основной принцип то, что вот в каждую точку будет 6 лепестков. Тогда это будет ровное полотно. Делаем первый лепесток. Снова начинаем с двойного. То есть сначала вытаскиваем петельку подлиннее, накид, вставляем крючок в соединение, вытаскиваем 1 петлю. И в соседнее соединение делаем точно так же. 1, 2. Вот это все мы теперь закрепляем. Пальцем придерживаю нитку и делаю закрепку. Следующий лепесток будет тоже состоять из 2 таких пышных столбиков. То есть снова чуть подлиннее вытаскиваю нитку, вставляю в соединение первый лепесток, накид, 1, 2. Видите, я вставила в ту же точку крючок, который был в предыдущем ряду. И пока, если мы посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, у меня вот в этой точке еще только 5 лепестков. Значит, чего-то еще не хватает. Снова делаю закрепку. И я буду делать следующий лепесток, который будет уже тройным. То есть он сделает горизонтальный лепесток и 2 лепесточка, которые образуют треугольничек, который будет один выходить отсюда, другой выходить отсюда. Тройной. Запомнили? Сначала 2, 2, потом тройной. Вытаскиваю подлиннее, накид, в соединение, накид, в ту же точку, в которой мы делали предыдущие лепестки. Вот он, 6 будет. 1, 2, 3, 4, 5. И вот он 6. 1, 2. И в соседнюю точку. Здесь пока только 3 лепестка. Мы делаем 1, 2, 3. То есть нам сюда нужно сделать, вот это будет 4, и потом еще 2. И все это соединяю. Делаю закрепку. Следующий лепесток будет состоять из 2.
Вытаскиваю подлиннее. Раз. И вот в эту же точку я делаю второй. И делаю закрепку. Соединяю. Ну и опять вы можете посчитать, что вот из этой точки выходит 5 лепестков. Раз, два, три, четыре, 5. И нам нужно сделать шестой. Соответственно, этот лепесток опять будет тройным. Первый. Второй. Третий. И все это соединяю. Ну и во втором ряду вы, наверное, уже поняли принцип. Мы чередуем двойные и тройные лепестки. И снова двойной лепесток. Раз. И два. И соединяем. Двойной сделали, значит дальше идет тройной. Раз. Два. Раз. Два. И соединяем. Вот уже можно посмотреть, у нас есть вот этот лепесток, это был центральный, этот цветочек был центральным, и мы связали два ряда, и вот здесь образовалось еще 3 цветочка. Следующий, снова двойной. И закрепку. И дальше тройной. И закрепку. Ну, у меня остается совсем чуть-чуть до завершения ряда. Двойной лепесток. И я делаю закрепку. И тройной лепесток. Итак, я закончила тройным лепестком и подошла как бы к началу этого ряда. И тут как бы по логике должен быть второй лепесток. Ну, не по логике, а по нашей схеме, которую мы делаем чередой двойные и тройные. Но тут он будет тройным, потому что он последний. И вот сюда. Это начало нашего ряда. Я делаю третий лепесток, который замкнет этот ряд. И последнее, что я делаю, это закрепка в этом ряду. Расправляем вязание и смотрим. У нас получается такой шестиугольник. То есть сами по себе эти звездочки это маленькие шестиугольнички. И эти маленькие шестиугольнички, они складываются в один такой большой шестиугольник. То есть мы можем теперь посчитать, или мы правильно связали. Считаем вот у этих вот цветочков лепестки, которые выходят. Я надеюсь, у вас они также четко проглядываются. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот у первого. Вот, например, последний. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, соответственно, у меня все верно, я нигде не ошиблась.
И давайте я напомню схему второго круга. Вы начинаете с 2 двойных лепестков, дальше начинаете чередовать тройной, двойной, тройной, двойной, тройной, двойной, и когда доходите до конца, у вас последний будет тройной, и делаете еще один тройной. Все последующие ряды будут вязаться по примерно одинаковому принципу, ну, в них лишь будет увеличиваться число вот этих вот лепестков. И первый лепесток мы делаем двойным. Раз. И 2. И делаем закрепочку. Следующий лепесток будет тройным. Раз. Два. Три. И снова делаем закрепку. И здесь, конечно, нужно обратить внимание на полотно, которое у вас получается. Я уже отмечала это. Это шестиугольник. И он имеет углы. И когда вы доходите до угла и смотрите, раз, два, три, четыре. Ага, у меня 4 лепестка в углу. Ну вот они углы. Угол, угол. Вот он угол. Вот угол. Вот угол. И вот здесь вот начало, это тоже угол. И у вас уже есть 4 лепестка в углу. Вам нужно сделать 5-й. И когда вы делаете 5-й, вы делаете двойной лепесток. И делаете закрепку. А дальше идут все тройные. И так и считаете. Дошли до угла, посчитали количество лепестков в углу. И если сейчас у вас по рисунку идет 5-й лепесток, то значит делаете двойной. А если любой другой, то делайте тройной. Но начинаем мы всегда с двойного лепестка. И следующий снова тройной. Вот сюда. И закрепку. И вот я дошла до следующего угла. Я считаю 1, 2, 3, 4. 4 сделано. Соответственно, 5-й лепесток. Он двойной. Закрепку. И дальше по прямой до следующего угла тройными лепесточками вяжу. И делаем закрепку. И еще один тройной лепесток. Вот что получается. Но всегда думайте о том месте, где вы находитесь, потому что этот рисунок очень одинаково выглядит с разных ракурсов. Центр вот здесь. И я снова дошла до угла. Здесь я делаю двойной лепесток. И его закрепляю. Даже для того, чтобы не забыть, какой из этих цветочков центральный, сюда можно повесить маркер. Тогда вы точно будете видеть, на каком этапе круга вы сейчас находитесь. Да? То есть то, что не вот здесь у вас центр, не здесь, не здесь, не здесь, а когда полотно будет еще больше, например, вы вяжете ковер таким узором, а почему бы и нет, то очень сложно будет, точнее, очень легко будет запутаться
Следующий лепесток тройной. И делаем закрепочку. И в третьем ряду, если вы заметили, у нас идет 2 подряд тройных лепестка. И между ними по двойному лепестку. То есть, если вам проще так, то считайте так. Можете еще вешать маркеры на углы, чтобы их тоже был виднее. Вот он угол. Это тройной лепесток. Делаю закрепку. И дальше в угол. Это же у меня угол. 1, 2, 3, 4. 5-й лепесток. И я делаю двойной лепесток в угол. 1 и 2. И делаю закрепку. И дальше опять идут тройные лепестки до следующего угла. Это у меня будет последний угол. И вот здесь будет начало. Центр легко найти. У меня, например, с центра идет нитка, которая затягивает магическую петлю. То есть здесь как бы потеряться не так сложно. Делаю тройной лепесток. 1, 2, 3. И закрепка. Ну и еще один тройной лепесток. 1, 2, 3. Вот в этом углу 1, 2, 3, 4. 4 лепестка есть. Нужно сделать 5-й. А 5-й образуется из двойного. 1, 2. И закрепка. Подтягиваю все. И снова тройной лепесточек. И я практически завершила этот ряд. Закрепка. Снова затягиваю соединение. И еще один тройной лепесток. 1, 2 и 3. И все это мы соединяем. И затем закрепку снова соединяем. И здесь нам нужно сделать для бесшовного соединения начала и конца ряда еще один тройной лепесток. То есть здесь немножко из схемы мы выбиваемся. Если бы мы продолжали вязать, мы бы вязали двойной, но нам нужно сделать еще горизонтальный вот этот вот лепесточек, он последний. И чтобы было все бесшовно, красиво, ровно соединено, мы сделаем тут же его, мы сделаем тройной. То есть 3-й лепесточек уходит в вершинку первого, в вершинку начала ряда. Вот смотрите, получается шестиугольник. Начало у него вот здесь. То есть если вязать по этому принципу все остальные ряды, у вас только будет продолжать получаться ровное плоское полотно шестиугольников. То есть так можно связать ковер, мне кажется, будет очень мягкий и объемный. Да, если вам нравится эта идея, то напишите в комментариях, может быть, кто-то свяжет. Но я свяжу небольшую картинку
То есть дальше я перейду от вязания по кругу вот этого расширения на вязание стеночки. Это будет донышко, а стеночки тоже будут продолжать этот узор. Здесь, кстати, вы можете посчитать, что все цветочки, которые здесь есть, у них у всех по 6 лепесточков выходит из центра. Но когда я перейду на стенки, то есть я перейду вязать в другую плоскость, это правило забывайте. Забывайте то, что у нас было, правило 6 лепесточков из каждого центра. Дальше, вот в том месте, где будет стык, здесь, естественно, будет не так, потому что мне нужно будет перейти в другую плоскость. И я начинаю следующий ряд, как всегда, с двойного лепестка, который образует такой треугольничек. Вот он, треугольничек. Делаю закрепку. Дальше тройной лепесток. Раз, два, три. Делаю снова закрепку. Тут я уже не думаю об углах, я представляю, что у меня ровный круг. Потому что плоскость, которую я пришла вязать, вот такая. Она перпендикулярна той, которую мы вязали до этого. И снова делаем тройной лепесток. В принципе, это то, что мы будем делать до конца ряда. Или до его начала. Соединение. И снова тройной лепесток. И снова соединение. Закрепка. И снова тройной. И снова закрепка. Еще один. Тройной лепесток. То есть вы уже можете наблюдать, что стенка у меня перешла в другую плоскость. Да? Угол у меня уже образуется. И так я вяжу до конца ряда. Все лепесточки тройные. Первый идет в соединение, второй в лепесток предыдущий, ну а третий делает новый лепесток из новой вершинки. И затем делаем закрепку. Продолжаем все то же самое. Первый, второй и третий. И закрепка. Первый, второй и третий. И снова закрепка. Ну вот почти половину я связала. Первый, второй, здесь не обращайте внимания ни на какие углы. У вас их не существует. О углах вы думаете только, когда вяжете плоское полотно из центра.
Когда же вы начинаете вязать по кругу, все, у вас один круг. Я дошла до конца ряда, и заканчивать я буду ряд четверным. Вот так вот. То есть делаю первый туда же, соединение. Второй я делаю туда, куда вышел предыдущий лепесток. Третий я делаю в начало. Отсюда мы начинали вязать, вот из этой точки. А четвертый я делаю в соединение. Первое соединение начала. Здесь будет очень много петель на крючке, но это нужно для того, чтобы было бесшовное соединение этого узора. В данном случае, мне кажется, это самое простое соединение этого узора. Просто в конце, когда вы вяжете уже по кругу, вы делаете 4 лепестка. И снова делаете соединение. Вот посмотрите, что получается. Уже получаются такие стеночки у корзиночки. Вот такое донышко. Ну и следующий ряд, когда вы будете уже делать высоту своей корзинки, когда вы будете ее увеличивать вверх, вы просто будете продолжать вот этот вот ряд, который я сейчас показала, на ту высоту, на которую вам нужно. То есть начинаем. Опять с двойного лепестка. И делаю закрепку. И продолжаю вязать тройными до конца ряда и в конце заканчиваю четверным. И это все про вязание. Ну, давайте я свяжу до конца этого ряда и покажу, что получается. Я заканчиваю вязать второй ряд стеночек. Подошла к самому концу. Здесь у меня идет четверной лепесточек. Раз, два, три. И последний в начало ряда 4. Не забывайте вытягивать нитку. Мне кажется, вязание из вытянутой нитки красивее, чем из невытянутой. Все петли на крючке провязываем и закрепляемся. Смотрите, что получается. Получается такая довольно миленькая корзиночка с цветочками. Это изнаночная сторона. Лицевая сторона, она пока внутри, но они выглядят практически одинаково. То есть неопытный глаз-то и не разберет, что здесь лицо, что здесь изнанка. Вот я ее вывернула на лицо. Такая у нее цветочки на донышке, цветочки на боках. Мне кажется, по такому принципу можно сделать даже сумочку. Свяжите еще одну такую половинку, соедините их
в центре, ставьте молнию, получится сумочка, почему бы и нет. И в последний ряд я все-таки вяжу корзинку. Я сделаю чуть проще, чем все остальные. То есть я снова начну вязание с двойного лепестка. У меня уже есть несколько мастер-классов по данному узору. И, в принципе, вы там тоже можете посмотреть для себя что-то интересное, если кому-то что-то непонятно в этом мастер-классе. Последний ряд я буду делать лепесточки. Вот без этого горизонтального. То есть вот здесь сверху у меня не будет горизонтального лепестка. Потому что мне он кажется здесь лишним. Я делаю закрепку. И дальше перехожу к вязанию без горизонтального лепестка. Все, у меня вот эта вот петля, она будет считаться горизонтальной. То есть дальше я делаю просто двойной лепесток. Раз. И два. И делаю закрепку. То есть закрепка, она как бы и будет горизонтальным лепестком, единственное, что он будет не пышным. Вот, видите? Цветочек закончился. Вот здесь вот не начался новый цветочек. Вот этой вот перемычки здесь нет. Снова делаю раз, два. Раз. И два. И снова закрепку. То есть, как вы поняли, я не делаю вот этот лепесток. Вот этот лепесток здесь не нужен. Здесь вязание идет сразу в полотно двойным лепесточком. Раз, два, два. Снова делаю закрепку. Вот, посмотрите, как получается. И так до конца ряда. Дошла до конца ряда, делаю последний лепесток. Соединяю все это вместе. Ну и мне остается сделать только свое фирменное соединение конца ряда. Как делать такое соединение, тоже можете посмотреть на моем канале. У меня тоже много видео про это рассказывается. Ссылки я оставлю внизу. Последний ряд самых обычных столбиков без накида. То есть в каждую петельку, здесь прекрасно видно вот эти вот петельки, оставшиеся от звездочек. И в каждую такую петельку просто делаем обычный самый столбик без накида. Я довязала до конца ряда, сейчас я соединюсь, и я решила еще сделать ряд соединительных столбиков, чтобы уже завершить корзинку. Вот я сделала соединение, у меня осталась одна открытая петелька, и дальше я ее просто закреплю. На изнанке я вставлю крючок в то место, куда я хочу, чтобы у меня начались соединительные столбики.
подцеплю эту соединительную петельку и начну вязать соединительные столбики. Это тоже рабочая нитка, которую мы вязали до этого. То есть я их вставляю вот сюда. Вот. Ну, можно сделать вот под эти петли, можно сделать за верхнюю полупетлю. Все будет красиво, все будет аккуратно, как вы хотите, так и сделайте. Я сделаю под цветочки. Соединительные петли до конца ряда. Смотрите, как получается. Дошла до последней петли и ее уже делаю с помощью соединения последней петли. Нахожу первую соединительную петлю, вставляю под обе дужки крючок. Она тут хорошо это делает. Подхватываю рабочую нить протаскиваю. И затем я вставляю крючок с изнанки в то место, откуда она должна была бы выходить, и в последнюю петлю. Вот так должно получиться. То есть здесь как бы одна петля идет из последней петли, захватывает основание первой петли, и дальше крючком я эту петлю вытяну наизнанку, и косичка у меня замкнется. Ну, я сделала еще один ряд из соединительных столбиков для того, чтобы край был немножко потолще. И посмотрите, какая картинка у меня получилась. У меня остался вот такой клубочек от целого мотка и вот такая корзинка. То есть из этого клубочка еще можно связать крышечку, например. Ну, насчет того, узором звездочки получится крышечка или нет, но самая обычная крышечка узорами галочки вполне из такого клубочка может получиться. Смотрите, у него донышко связано узором цветочки, стеночки узором цветочки. Такой вот горшочек получился. Ну и если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И спасибо за внимание!